Всем привет, друзья! Сегодня я буду фрезеровать с помощью моего сверлильного приспособления. Как оно работает в сверлильном режиме, вы можете посмотреть по подсказке сверху. А сейчас я сниму со станка все эти приспособления. Установлю вот эту заготовочку, патрончик, и сделаю токарную обработку. Затем с помощью вот этого сверлильного приспособления мне необходимо профрезеровать шпоночный паз и небольшой уступ с торца детали. Чтобы вы были в курсе всего дела и понимали, что я делаю, можно ознакомиться с эскизом деталей. Думаю, с эскизом все понятно. Теперь можно приступать к работе. Обработка первого установа достаточно долгая, и чтобы не было скучно, решил поиграться с режимами резания. А если точнее, то при неизменных оборотах шпинделя буду увеличивать глубину резания и незначительно снижать величину подачи. Так как в процессе точения обороты будут оставаться постоянными, а диаметр заготовки с каждым новым проходом резца становится все меньше и меньше, то такой немаловажный параметр, как скорость резания, будет постоянно изменяться в меньшую сторону. Изменение подачи, глубины и скорости резания неизбежно ведет к изменению стружкообразования. После третьего изменения режимов видно, что идет сливная стружка. Самый неудобный вид стружки для станочника. Она тянется длинными лентами и может намотаться на заготовку. Тем самым создается травмоопасная ситуация. Поэтому никаких болтающихся частей одежды, а также перчаток на руках быть не должно. Важно использование защитных очков, правильных крючков для стружки и не стоять в плоскости вращения заготовки. Спустя 30 минут обдирки заканчиваю черновую обработку. За кадром сделаю чистовую и сниму фаски. Не забываю просверлить отверстие и нарезать резьбу М10, шаг 1,25. Первая сторона готова, и можно переворачивать заготовку. Протачиваю внешний размер как чисто, а далее сразу в размер. Торцую и выдерживаю общий линейный размер второго установа. Затем протачиваю до диаметра 38 мм, оставляя припуск полмиллиметра как по оси X, так и по оси Z. На втором установе, чтобы не было сливной стружки, подобрал оптимальные режимы резания. Запросил у китайца значение рекомендованных режимов для этой пластины и установил подачу и глубину согласно этим значениям. Ну а скорость резания специально занизил. В таком случае стружка разлетается по мастерской гораздо меньше. За кадром сделал чистовой проход по диаметру и по торцу деталей, а также снял фаски. Токарная операция деталей завершена, и теперь можно приступать к операции фрезерования. Для этого хорошо бы установить цанговую оправку в патрон фрезера, протереть стол и установить трехкулачковый патрон. Затем в патрон зажать деталь
Далее по вот такой разметке сфрезеровать лишнее. Но что это? Сейчас фрезерный стол находится на полу, хотя должен находиться вот в этом месте. Как оказалось, ситуации бывают разные, и придется обратиться к своему сверлильному приспособлению и пойти установить его на токарный станок. После установки фрезы касаюсь деталей и обнуляю усы как по X, так и по Z. Включаю обороты, заглубляюсь на полмиллиметра и начинаю фрезеровку шпоночного паза. Сам процесс фрезеровки шпоночного паза идет достаточно легко и уверенно. Далее остается понаблюдать за этим процессом в течение 30 секунд. Остается еще один проход, и фрезеровка шпоночного паза завершена. Очищаю шпоночный паз от стружки с помощью кисточки и извлекаю деталь из патрона. При ближайшем рассмотрении можно разглядеть то, что шпоночный паз получился достаточно неплохо. Останется убрать заусенец, и можно приступать к фрезерованию уступа. Устанавливаю деталь обратно в патрон и затягиваю с помощью ключа. Откручиваю сверлильное приспособление и переустанавливаю его соосно оси шпинделя. Она же является осью Z. Пододвигаю суппорт ближе к передней бабке и через бумажку произвожу касание фрезы и поверхности детали. Обязательно обновляю ось Z, чтобы контролировать глубину фрезеровки. Включаю шпиндель сверлильного приспособления и произвожу заглубление по Z. По УЦИ можно наблюдать то, что заглубление составляет 0,34 мм. Перемещаю фрезу по оси X и делаю первый проход. На втором проходе заглубляюсь на полмиллиметра и повторяю действие. Снова заглубляю фрезу и возвращаюсь обратно. Последующие проходы стал делать, начиная только с одной стороны, так как заметилась некоторая нежесткость системы, станок приспособления, инструмент, деталь. И таким образом продолжил снимать металл до глубины 15 мм. Стоит отметить, что при фрезеровании необходимо жестко закрепить патрон от проворота. В моем случае это организовано выкручиванием гайки крепления патрона в распор между шпинделем и передней бабкой. Чтобы увидеть, как я фиксировал шпиндель от проворота, можно перейти на то видео, которое я рекомендовал в начале этого ролика. Также этот эпизод будет присутствовать немного далее по фильму. Общий объем фрезерования уступа разбиваю на две основные части. Первая часть – это фрезерование условного шпоночного паза, а вторая – это съем всего того металла, что находится сверху. Последующие 60 секунд я буду фрезеровать, а пока можно поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Первая часть фрезерования уступа подходит к концу, и можно переходить к выполнению второй части.
Но прежде с противоположной стороны деталей сделаю такой же паз. Фрезерование делаю твердосплавной фрезой диаметром 10 мм. Если присмотреться, то можно увидеть, что кромки фрезы не пострадали. И это хорошо, так как фреза стоит достаточно дорого. Беру гаечный ключ, ослабляю гайку и проворачиваю шпиндель на 180 градусов. Затем снова фиксирую шпиндель от проворота. Подвожу фрезу, касаюсь, обнуляюсь. Хотя это можно и не делать, так как я сделал это уже раньше. И начинаю фрезеровку. Профрезеровал второй паз, выдержал ширину выступа 39 мм. И теперь можно приступать к фрезерованию основного объема металла. Для этого опять же беру гаечный ключ, ослабляю фиксацию, проворачиваю, фиксирую и начинаю фрезеровку небольшими участками. В начале этого действия проходило все достаточно гладко. Но чем больше я фрезеровал открытые участки, тем больше приходило понимание того, что не хватает жесткости системы. Когда фреза получала сопротивление от металла, то ее неизбежно отгибало в сторону воздуха. Но отгибало, конечно же, не саму фрезу, а приспособление, закрепленное в резцесодержателе, вместе с резцесодержателем и с подвижной частью малых продольных салазок. Что же послужило причиной этого отжима, я вам расскажу в конце видео. Ну а сейчас продолжу фрезеровку так, как оно есть. Также в процессе фрезерования выявил такой факт, как вытягивание фрезы из патрона. Вследствие этого был сделан зарез, глубина которого превышает допустимую глубину уступа. Вот, кстати, и этот ненужный зарез. Нефрезерованным остался один небольшой участок по причине того, что у меня просто скололо фрезы. Их у меня было 2 штуки, и как видно, что они все пришли в негодность. Искать другие фрезы и портить их снова я не стал. Поэтому отправился к друзьям, чтобы поработать на их фрезерном станке. На фрезерном станке процесс проходит легко и непринужденно. Убираю недофрезерованный участок и заодно почищаю дно уступа. И через каких-то 5-10 минут обработки у меня в руках появится готовая деталь. Останется лишь притупить напильником острые кромки, и все готово. И вот такая красота получается. Зарез убрать полностью не удалось, но я его немного уменьшил.
Так что ж, друзья, деталь я сделал. Вы видели, что я с этого сверлильного приспособления перешел на нормальный фрезерный станок. Пришлось сходить в гости к друзьям. Вот. И что я хочу сказать. Приспособление само по себе неплохое. То, что я переломал две фрезы, это не говорит то, что оно плохое. Тут дело больше в станке. Там присутствуют люфты в малой продольной, в соединении самой малой продольной подачи с поперечной кареткой. Ну и люфт, конечно, нужно клином подтянуть с самой поперечной каретки. Ну так вот, фрезерный станок у меня разобран, как видите. Я снял стол, чтобы произвести ревизию. Доходят руки у меня, чтобы его уже наконец собрать. Очень не хватает фрезерного станка. Но с помощью вот этой штуки можно выйти из положения и профрезеровать шпоночный паз. Уступ, как здесь. Если вот такой самодельной фрезой, то можно сделать лыску или шестигранник. Если я фрезерую шпоночный паз, то фреза в принципе держится нормально и никуда не уходит за границы детали. И соответственно она не скалывается и все нормально. Стоит только фрезе выйти где-то на 70% из металла, ее уже начинает как-то водить, это приспособление. Но я уже повторяюсь, это из-за того, что есть люфты в станке. Если их нет, то такого наблюдаться не должно. Видите, что мой станок в ремонте, делаю ревизию, да, работать на нем сейчас нельзя. И с помощью вот этого приспособления я вышел из положения и профрезеровал. Ну что ж, спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Всем пока.